Возвращаемся к обострению в Карабахе. Власти Нагорного Карабаха сообщили о 5 погибших и 80 раненых в результате сегодняшних обстрелов. Такие данные приводит Минздрав непризнанной республики. По данным ведомства, среди раненых 15 мирных жителей. Давайте это обсудим с Рубеном Варданяном, бывшим госминистром Нагорного Карабаха, который находится сейчас на месте. Рубен, слышите ли вы меня? Здравствуйте. Да, слышу вас. Рубен к нам подключается по телефону. Очень плохая связь сейчас в Карабахе. Расскажите, какая ситуация там, где вы находитесь сейчас? Ну, продолжается обстрел, артобстрел самолетами, дронами. Продолжаются бои, нету света, практически нету связи. Вот только в небольших местах есть возможность телефонной связи. Огромное количество раненых, есть погибшие, есть дети раненые, погибшие, есть мирное население, например, ребенок 8-летний, у которого остановилось сердце во время бомбежки. Ну, в общем, просто кошмар. Азербайджан заявил о готовности встретиться с представителями населения Карабаха, вы наверняка об этом знаете, и предъявили условия разоружения, полное разоружение местного населения. Как реагируют люди в Карабахе? А как мы должны реагировать, когда палач говорит, ты должен отдать свое последнее оружие, а потом я решу, что я с тобой буду делать, когда он совершенно спокойно, цинично уничтожает мирное население, когда он может 10 месяцев держать в блокаде людей без хлеба, без топлива, без света и считать это нормальным, и говорить, что это не гуманитарная катастрофа, потому что, видите ли, одна машина Красного Креста проехала. Вот вы слышите, обстрел, да, продолжается, только что очередной. Да, поэтому, ну, очень сложно. Вот я не понимаю, как может кто-то нормальный человек поверить, что то, что они предлагают, это действительно там искреннее желание прекратить военную операцию, или там они готовы действительно на какой-то нормальный диалог. Поэтому никто этому не верит. По каким объектам наносится удар, Рубен? Вот вы говорите, и мы слышим действительно, да, артобстрел, звуки взрывов. Да, и в городе, и обычные объекты, и все. Да, нету массированного коврового бомбометания пока по мирному городу, но тем даже по городу были удары, и там вот и в центре города, и в школу в деревне попали, вот там, где дети раненые, погибшие. Все есть, так что, ну вот. Я думаю, наши зрители сейчас тоже слышали этот звук. Вы обратились сегодня, в частности, через телеканал «Дождь» к разным международным институциям и к Российской Федерации с просьбой вмешаться. Российские миротворцы не применяют никаких, скажем так, не действуют. Как вы на это смотрите? Почему это происходит именно так? Я не знаю, почему это происходит. Я на это смотрю плохо, потому что я видел только что погибших детей. И я не могу понять, как это можно вот просто спокойно на это смотреть и реагировать, когда просто уничтожается 120 тысяч человек, из них которых 30 тысяч просто маленькие дети. Несколько тысяч беременных женщин, которые сейчас носят в себе новую жизнь. Я не понимаю это, не принимаю, никогда не приму никакие политические, геополитические. Мне плевать, какой Пашинян, мне плевать, какой там, что он там сказал, не сказал. Мне плевать на все геополитические игры. Мне просто важно, кажется, что есть вещи, которые более важны, чем геополитика, смена каких-то там лидеров и так далее. Есть жизнь людей, которые бесценны. Есть жизнь людей, которым просто надо дать возможность сохранить свое достоинство, жить на своей земле по своим законам и правилам и со своими ценностями. И это невозможно в условиях отбора. Невозможно. Услышьте меня, люди. Вы можете продавать, передавать, делать вид, что у вас это все возможно. Невозможно, чтобы вот в таких условиях было совместное существование двух наций, которые так долго вот находятся в таком кровопролитном состоянии. Вы хотите просто, чтобы все это были вырезаны, а потом вы ставили памятники и отмечали день геноцида очередного, и потом и писали бы диссертации, защищали бы свои докторские на эту тему. Ну, вам должно быть стыдно просто всем тем, кто сидит сейчас в разных кабинетах и считает, что это нормально, потому что это большая политика, и там, видите ли, там, кто кого вы там выталкивает, да, вообще это просто настолько цинично. Мы обращаемся, разумеется, и сейчас я в эфире повторю, обращаемся к азербайджанским властям за комментарием, чтобы, в общем, понять мотивы. Но к вам я тоже хочу с этим вопросом, Рубен, обратиться. В чем задача сначала этой длительной блокады, а теперь атаки? Да? Что, собственно, хотят, чего хотят добиться представители азербайджанской власти?
Да, все очень просто. И это было ясно еще после начала Второй Карабахской войны. Они хотят решить вопрос, как они умеют. Один раз, то есть уничтожить всех армян, живущих на своей земле, или сделать так, чтобы отсюда мы ушли и не жили бы на своей земле. Поэтому до блокады они делали стратегию, так называемую, солями, когда просто медленно-медленно выталкивали. Потом поняли, что это не получается. Стали делать жесткие действия, надеясь, что голод заставит сдаться. И потом, вдруг поняв, что даже голод не сломит, арцахцы решили уже военными операциями, пренебрегая всеми правилами международными, пренебрегая всеми гуманитарными, просто сделать все, чтобы здесь не было бы армян, чтобы здесь стереть, как в Нахичеване, любые упоминания о том, что вообще это древнейшая армянская земля, где есть монастырь 3-4 века, где есть первая школа Месроб Маштоца, который придумал алфавит армянский. Так что это все продолжение той же стратегии. Уничтожить любое упоминание армян в Арцахе. Но мирные жители сейчас... Мирные жители, они в бомбоубежищах, они прячутся. Вот вокруг вас что происходит? Где люди? Люди в разных местах, поймите еще, мы в полной блокаде. Вы должны сказать, это еще раз, это не боевые действия военных, армии. Это мы находимся в полной блокаде, и здесь эти все объявления про поводу гуманитарных коридоров и так далее, все это такое завеса лжи и фальши, что просто должно быть просто настолько цинично, что кто-то еще это все верит, после таких столько лжи, которые азербайджанское руководство уже вылило на всех, и мир делает вид, и Россия, и европейцы, американцы, все делают вид, что это все так, на самом деле полная чушь. Люди находятся все в подвалах, те, кто могут, те, кто работают, госпитали работают, люди помогают друг другу. Тяжелейшая ситуация, потому что у нас еще, хочу сказать, нету хлеба уже давно, у нас единственная машина с мукой прошла вчера, это вот после нескольких месяцев вообще отсутствия каких-либо поставок. Поэтому, кроме того, что идет война, нету хлеба, нету топлива, нету воды, люди находятся просто в отчаянном положении. Но при этом не сдаются. Я хочу сказать всем, что вы должны знать. Я горжусь армянами Арцаха, потому что они очень достойны. Они держат в себе такую силу, которую надо всем учиться и учиться. Они фантастические. Мне жаль, что вы никогда не сможете это почувствовать вот в этот момент. Не оказались здесь, чтобы видеть, как достойно люди выдерживают эти испытания. Я надеюсь, что вы приедете в мирный Арцах, когда здесь будет все восстановлено опять в очередной раз, и снова увидите уже мирный и счастливый Арцах. Но я хочу сказать, сейчас проверяется вот эта истинная крепость людей, и просто хочется снять шляпу перед ними, особенно перед женщинами. Рубен, большое вам спасибо. Это бывший госминистр Нагорного Карабаха, который сейчас находится в упомянутом неоднократно уже Нагорном Карабахе, который обстреливается. Мы слышали, это довольно чудовищно, конечно. И я сейчас не о геополитических решениях, целях той или иной страны, а просто о том, что это действительно очень-очень страшно.